Я, как Гарри Каспаров, снял часы и положил на стол. Была у вас Снял, такая наверное, привычка, да? Это как бы она... Ну, часы были тяжелые, поэтому я носил. Сейчас я перестал их носить вообще. 1980 год. 80 январь. Первенство Европы, командная «Скара». В команде СССР 2 новичка. Юсупов и Каспаров. 9-10 доска, 2 запасных. А играло 8, да, досок? Или сколько? 8 досок. 8 досок, 2 запасных. Вот. Ну, хотя мы были запасными, но, в общем, нам пришлось сыграть немало партий. Артур сыграл 4 партии, я сыграл 6 партий. Вот. Он набрал 3,5 из 4, а я набрал 5,5 из 6. Учитывая, что, по-моему, на первых 4 досках там играли, кто играл, соответственно. Карпов играл, Полугаевский, Таль, Полугаевский, Петросян. По-моему, не выиграли ни одной партии. Вот. Так что, в общем, как бы победа ковалась В хвосте. в хвосте. Ну, там Романишин, Ваганян выигрывали, да, но на первых 4 была полная катастрофа, если мне память не изменяет. Ну, там все началось с первого тура. Мы играли с Англией. Вот. Я играл, значит, с Уэббом на последней доске, значит там разыгрываем, какие-то ходы делаем, значит, потом я встаю, значит, ну, вообще играть, значит, сборная СССР. Ну, опять, это довольно сложно вообще описать вообще. Ну, как бы, вот, ощущение даже. Вот мы с Артуром вместе переживали все. Потом, значит, понятно, что там условия были далеко не роскошными, не по любым меркам. Нас в итоге поместили с ним в одну комнату. Большая комната была, там стояли в притирку 2 кровати. Вот так мы как бы жили. Да, ковалась так. Ковалась победа, да, значит, да. Вот. Объяснить вообще всю гамму чувств молодых ребят, в принципе, Артуру было сколько? Ему, получается, ему было 19, еще 20 есть, по-моему. А мне было вообще еще... 17. Мне, получается... 16. Мне еще 17 не было, в принципе, да. Мне было еще 16, вот. Первый тур, я сижу, значит, вот за доской. Почему я не помню даже, по какому принципу там ставили, потому что обычно первый тур выходит, основной состав. Ну, тем не менее, Батуринский кто там руководил, решил, что, значит, надо меня ставить. Вот. И я, значит, разыгрываю дебют, потом подхожу к партии, смотрю, там Карпова, и я пытаюсь понять, какой там был дебют у Карпова с Майлсом. Угу. Я просто не понимаю, потому что вот я смотрю на позицию, где-то ходу после 7-го или 8-го, я не понимаю, прокручиваю дебюты. Потом я начинаю заглядывать так на бланк Карпова, там написано Е2, Е4, А7, А6. Майлс было 6. Карпов вообще, конечно, был в бешенстве просто. В итоге он проиграл партию, Карпов. На самом деле. Это был... Придумал, да. Ну, на самом деле, это психология была, значит, такая. На следующий день, помню, я захожу, в номер, Игорь Зайцев сидит, значит, в принципе, получил задание. У него стоит позиция Е4, А6, Д4, Б5, и Зайцев думает, какой ход. Перевес получает. Получил задание. Он говорит, что ты думаешь по этому поводу? Я посмотрел на партию, говорю, знаешь, может быть, надо пойти слон G5. Просто так, знаешь, как будто... Я выиграл первую партию, позже меня поставили во второй тур, с венграми, с Пинтером я играл, что-то белыми я... Тот случай был, когда вдруг неожиданно выяснилось, что с людьми, которые играют какие-то профессиональные, шахматисты, имеющие свой репертуар такой, отработанный. Я почему не помню, что у Пинтера было. Но и на Е4, на D4 были какие-то, в общем-то, четкие схемы. Что-то я не уверен, не знаю, меня колбасило. Я что-то там начал играть конь F3, G3. То есть в итоге получилась какая-то конь F3, D5, G3, C5, где-то C4, D4, E3. Какой-то такой странный биноний с лишним темпом получился у меня. Маленький был какой-то плюс, какой-то я получил, но, в общем, ничего в итоге. Очень недоволен был собой вообще, что ничего такого сделал. Но зато потом оно все вернулось на круги своя. В общем, я в итоге набрал 5,5 из 6. Но, конечно, самая запоминающаяся партия была в матче с Чехословакией, с Прибылом. А партия с Прибылом, она, конечно, вызвала определенно, произвела фурор такой, потому что, опять, достаточно необычная вообще манера игры, и вообще то, что там происходило, был Гринфилд,
Вот, значит, ты там, давай посмотрим, c4, g6, как бы. Вот, значит, нет, Грюнфельд, все-таки не староиндийская. Грюнфельд, я уже староиндийскую Да, уже да, я тут, подучили. я тут, естественно, тут начинаю. Тогда я уже начинал ориентироваться на эти системы с конь f3. Я играл с Разуваевым, кстати. Конь f3, слон e3. Вот, мы смотрели с Никитиным, Шакаровым, потом я с Магерамовым обсуждал. Вот, как бы, то есть, на самом деле, уже... Потом еще ладья b1 начинаем ход смотреть, а так на Олимпиаде сыграют уже. То есть, все как бы, анализы уже велись вокруг, ну, вот, в системе с конь f3. А тогда революционная совершенно была. Корчной, как бы, начал это, ввел по практику, по-моему, в 1978 году. Я очень подробно этим занимался. Для чего пошел b6, сделал ход там третьесортный, конечно, потому что просто шах теперь белые дают. Так, значит, там слон c4 было, да? Как там у нас? Там, слон c4. Да, все правильно. Слон c4, рокировка там, да? Наверное? Рокировка. Слон a6, да? Забили там. Ферзь e2, наверное, да? Или нет? Ферзь А4. Ферзь a4, ферзь c8. Да. Да. И слон g5. Ну, естественно, ну, в принципе, на самом деле, это вот тоже игровая манера. Напасть, то есть... Потом будем говорить, даже вот партия с Тупмаковым будет, например, с первенством СССР. Ну, очень много партий, где вот этот принцип... там я усвоил, значит, такая старая истина, что если много раз нападаешь, то соперник неизбежно ошибается. На самом деле, вот это психологически нападение, оно, в общем, создает проблемы. То есть, кажется, что там защитился, но там, как бы, правило там стариков было: 10 раз нападешь, будь зевок. То есть просто если подряд напасть здесь... Кстати, лайфхак. С Тукмаковым как раз вот так и получилось. Вот напал 10 раз, как бы, и зевнул, да? И уже невозможно, потому что что-то происходит, как бы. Вот. Поэтому я всегда рассматриваю ходы, которые вот могут создать развитие, нападение. Вот. Пошел ферзь b7 здесь, да, он пошел? Да. Ферзь b7 пошел. Ладья f1. Ладья f1. E6. E6. Ладья b1, напомню здесь. Да, ладья b1. Ну, тоже тут он... не уверен. Ну, просто как-то расставил фигуры все здесь. Да, тут он рванул c5. c5, да. Вот здесь начинается, как бы, здесь... Вот. Ну, у белых лучше позиция, но, как бы... Но... Все равно, как Грюнфельд, то есть надо как-то делать что-то. Значит, ферзь вообще, в общем, не совсем там стоит, конечно. Вот, конечно, давит немного эту позицию. Ну, в общем, пора двигаться. Пора вперед, двигаться. Да. Но это я всегда считал, что если возможность двинуться есть, надо двигаться. Ну, с другой стороны, как бы там жертва пешки, но у нас появляется проходная. d5, ед он пошел. Да, слон c3 пошел. И слон c3 пошел. Слон c3. Да, ладья ед1. Расписываешь, что вот как бы, ну, вот, с другой стороны. Не знаю, ну, ладья 1 надо было уходить, там пешка все-таки потенциально висела. Хотя, может, надо было сразу ладья 1 ставить. Вот. Как бы. Было, наверное, больше смысла было бы. Я сейчас начинаю так смотрю на позицию. Если все равно, ну, хорошо, неважно. Тогда партия не получилась бы такая хорошая. ед. Он слон g7 Слон g7 пошел, да, слон g7. Ну, естественно, двигаться надо дальше. d6. f6. Ну, как бы такой, это уже грюнфельдовский ход, конечно, под слона черные немножко там его убивают. Но, с другой стороны, поле e5 берут под контроль, это диагональ открывают, закрывают, потому что, значит, слон на e7 может прийти. Вот. Ну, обычно это, в общем, работает, потому что там сейчас ладья f7 подойти, можно будет пешку заблокировать. В общем, если белые ничего сейчас не сделают, то, ну да, красиво все, конечно, но у черных достаточно ударов, чтобы здесь все блокировать. Там, ладья f7, ладья d8, слон f8, конь b8, там все укрепится. Вот. Ну, в общем, ну, я, когда играл, так варианты не рассчитывал, но здесь мне стало очевидно, что надо... Опять, варианты до конца посчитать трудно. Вот, может, даже объективно невозможно. Но есть понимание, что вот когда пешка разрежет все, что-то должно случиться. То есть это как бы чуйка, да? Какая-то интуиция или что это? Здесь есть... Я хода d8 не видел. Я, на самом деле, в этот момент я точно знаю, что вот этой всей комбинации до конца я не видел. Но знал, что надо двигаться. Вот просто внутри просто понимание было, что надо двигаться дальше. Значит, просто вот d7, fg, шах. Также слон. Шах, король h8, конь bg5, да? Вот. Ну, черные как бы немного скованы здесь, видно. Ситуация, значит, у них есть проблемы, потому что конь там подвисает, то есть всегда, значит, на всякий случай. Вот. Ну, естественно, угроза здесь возникает. Пешка, тут конь e6. Но фигуру не хватает, чистый. Вот. А потом эту партию смотрели, это, значит, там, ну, весь турнир. Там, причем я Карпов, Ваганян. Ваганян меньше себя, Карпов очень хотел провернуть.
Просто вот сидели потом, значит, двигали фигуры, а если так пойти, если так пойти. Очень хотелось опровергнуть, но не получалось. Что-то не получалось. Вот. Слон f6. Правильно. Ну, логичный ход, как бы, Да. естественно, он открывает, ну, защищается от конь f7, и, кроме того, берет под контроль поле d8. Конь e6 теперь. Вот. Но здесь уже у меня все контуры как бы четко Сложились, сложились. Здесь я уже просто понимал, что будет дальше. Он пошел конь c7. Но он делает самые естественные ходы. Ну, надо коня надо подвести. Вот. Я просто пытаюсь вспомнить, как они пытались там защищаться где-то. Вот туда. Конь c7, правильно, да, конь c7. Конь bf8. Ладья bf8. Ну и здесь важнейший ход ладья d6. Продолжаем атаку. Вот. И здесь черные могли слона d8, по-моему, поставить, да, здесь? Что мы атакуем? Мы атакуем ладья bf6 напали. Мы напали на слона просто. Может, пешка туда действительно проходная. Но здесь ходы есть, ферзь b8 есть ход. Вот, по-моему, ход ферзь b8. Ладья b6, а он пошел... Не, он пошел слон e7. Ферзь b8. Ферзь b8 ход есть, да. И здесь, я уже не помню, что мы здесь тут пишем. Вот это там подробно и смотрелось, в принципе. Да, тут длинный анализ. Ладья bd1. Ладья bd1, ферзь d8. 8, ладья c6. Ладья c6. Вот эта позиция анализировалась, в общем, пытались доказать, что черные отбиваются, но так как бы доказать не удалось. Судя по всему, компьютер показывает, что у белых все равно как комбинация была корректной. Вот. Но прибыло можно понять, в общем. Слон e7 ход напрашивается. Кажется, все. А что белым делать? Но здесь сделан ход был, конечно, большой красоты, я был страшно горд. Но это я уже, когда начинал бить все это, я уже видел, когда, значит, пошел конь e6, я уже контур комбинации уже сложился в голове. На самом деле, машина видит там автоматически, конечно, ход. А для человека психологически сделать ход d8 ферзь, отдать гордость свою, проходную пешку. Да. Просто. Вот это, ради этого все делали просто, значит, да. Вот. Это очень сложно. Ход выигрывает материал, d8 ферзь. У нас ферзя нет второго здесь, неважно, ферзь. Да. Ферзь, да. А теперь выясняется, что если брать ладьей, значит, взял ферзь f7, и после ферзь d5 меняемся просто ладья d1, так, на всякий случай, просто, чтобы никто не волновался, просто лишнее. Лишнее качество. Лишнее качество легко выигранный эндшпиль. Вот. А другого хода нет просто. Да, значит, вот. После взятия слоном, тогда ферзь c3 шаг, это красиво это получается, король g8, ладья d7, слон должен идти, висит мат, слон f6 единственный ход, ферзь c4 шаг, король h8, ферзь f4. И теперь напали на коня, снова связали его. Вот. Ну, еще напали на ферзь h6. Тут, прибыл был полностью уже в отключке. Он сделал ход ферзь h6, естественно. После ферзь h6 сдался сразу. Вот. Значит, лучшее решение было здесь... слон g7, да. Слон g7. Слон g7, ферзь c7. Ферзь c7. Ферзь c7, да, по-моему, там надо ходить. Или ладья c7, я даже не знаю. Ладья 7. Да. Слон d4. Ладья d1. Ладья f1. Ладья f1. Ладья f1. В общем, выиграют, скорее всего, белые. Постепенно раскрутится все-таки качество лишнее. Пешка за качество, там король отрезан по 7, g3, король g2, f4, рано или поздно, в общем, здесь. Эти никуда не идут пока еще. Вот. Партия кончилась сразу. Вот, ферзь h6, ферзь h6. d8, он, наверное, там подпрыгнул на стуле. Нет, на самом деле, вот я говорю, есть ходы, которые вызывают определенный шок вообще. Как это пешку отдать просто, вот d8. Не рассматриваются, видимо. Нет, не рассматриваются, они просто находятся в мертвой зоне. Человек d8 ход не рассматривает. Вот это я видел довольно быстро. То есть, потому что это геометрия фигур, на самом деле, быстро. И это у меня сразу складывалось. Вот. В общем, эту партию я выиграл. В последнем туре мы играли с югославами. Вот. И там шла борьба за второе место. Мы там оторвались между югославами, венграми и англичанами. Вот. Там шла борьба. Югославы предлагали там разойтись миром. Потому что тогда они там получали медали. И так как я на последней доске белыми играли, понятно было, что я, естественно, не буду ничего с Вукичем делать. Или с кто бы там ни играл. Поэтому задача была меня снять. Но там что-то получилось. Две ведущие доски выпали. Не хотели играть. По каким-то причинам. Не помню почему. В общем, они Сеансная. Да. Не знаю. Вот просто помню, что
И выхода не осталось. Просто, значит, да. И, в общем, Батуриновский, будешь играть тогда в последнем туре. А венгры и англичане, они сильно нервничали, потому что там, понятно, какие-то договоренности кулуарные, значит, вот что случится, да. Я помню, значит, тур начинается, значит, прибежали, по-моему, Сакс и Нан. Увидели меня на последней доске и вздохнули с облегчением. Просто стало ясно, что Мира не будет. Мира не будет. Что... Ну, по-моему, так и получилось. Там, по-моему, 8 было ничьих. По-моему, Романишин выиграл. Ну, я, естественно, выиграл у Вукича очередно. Он Каракан со мной сыграл. Борьбы особо не было, в общем. Но я просто помню, я даже как зритель, по-моему, Сакс и Нан. Посмотрели, все в порядке. Можно играть дальше, потому что ничья здесь ничего не будет. А какой-то контакт вообще с Карповым был? Не, в 80-м никакого не было еще контакта. Все-таки. Не, все-таки еще разница, как бы, все-таки чемпион мира, я там подымался еще. Кроме того, много людей еще. Значит, тут Скара, значит, победа, такая важная. Для меня все-таки первая золотая медаль, причем 5,5 из 6, все-таки, знаешь, лучший результат в команде. Причем я формально еще не был, я еще и гроссмейстер, это международный мастер. Я думаю, что вообще первый раз, наверное, в сборной СССР играл. Может, Артур еще не был. Артур, но он выполнил гроссмейстер. Он был гроссмейстер СССР, потому что он взял второе место в первенстве СССР. Как бы, и это за серебряную медаль давали звание гроссмейстера сразу, Советского Союза. Международным гроссмейстером, я думаю, что он тоже еще не был. Вот. Понятно, что тоже там выиграл свои партии. Как бы. Вот. Пару партий выиграл Артур с двоением по С, как-то захватывает. Там, Зайцев там написал, сейчас вспоминаю, он там пописал про всех немножко, какие-то там свои стишки, как бы, кропал. Так что-то там от уступа до уступа вверх карабкался Юсупов. Мы обрели в его лице монополиста Ленице. Молодец. Игорь Аркадьевич творческий. Да, Игорь Аркадьевич там творчески подходил. Потом на повестке дня стоял, звание гроссмейстера. Выполнять уже. И для этого, турнир ЦШК международный какой-то сделали в Баку. Понятно. Понятно, надо было, чтобы я стал гроссмейстером дома. Такой был международный турнир. Средненький был, в общем-то. Гуфель страшно всех запугивал. Вот, партия с Майей. А потом самому пришлось играть с Майей. И дико переживал. Там сделал ничью как-то. Майя я достаточно легко выиграл. Он меня страшно пугал, Гуфель. Но там, кстати, достаточно красивая партия. Фигуру пожертвовал. А он пугал, что она очень сильная. Все опять психологически же тогда все-таки женщины... Нона, правда, Габриашвили в каких-то турнирах играла, но в целом все равно сама идея, ты играешь, в общем, с женщиной... Должен партию выиграть, да? Да, вообще, а если, не дай бог, то что будут говорить люди вообще? То есть, да. Вот, и Гуфель там, как ее тренер, он страшно всех запугивал, а потом пришлось, по-моему, чуть ли в последнем туре он с ней играл, в общем. И страшно потел. Кстати, партия с Майей в Баку была достаточно красивая. С моей точки зрения, довольно простая. То есть, это староиндийская была, она сыграла староиндийскую. Она всегда староиндийскую играла. Грузинки любили. Да. Это ее Гуфель все-таки учил. Е5, я пошел слон Е3 здесь. Слон Е3, ферзь Е7 она сыграла здесь. Вот. Здесь правильный ход. Я так тоже с Карповым. Е, конь d5 правильный ход здесь. Я пошел d5, это ход не самый лучший. Плюс g4, слон g5, f6. Так, значит, она пошла, по-моему, здесь. h5, по-моему. h5. h5 пошла. Не очень ход. h3 или конь d2 я пошел? h3. h3, конь h6, конь d2. И c5. c5. Пошел g4. Конь F1. Я пошел конь F1, когда я перестраиваю. Конь F1, конь F7. Вот. Конь F7, G4. Вот. А G она пошла слон G4. Она пошла G5 здесь. Значит, G5, значит, рассчитывать на уход, F5 пойти. Я думаю, что она позиция так себе была. Здесь я уже увидел. Слон C8, ладья C8. Следующий ход я сделал без особых колебаний. Конь E3. И на F5. G, конь F5. И дальше... Дальше рукой просто. Дальше выходит по линии жеста. Там была картинная позиция. У черных лишняя фигура, но реально ходить некуда просто. Белый. А как у вас это происходило в юные годы, да и потом, конь Е3, 6 минут потрачен. Нет, просто ясно совершенно, что все. Конь стал сюда, ферзь пришел сюда, забрали пешку H4, коня с G5 согнали, строились по G. Вот да. А дальше, черным ходить реально некуда просто здесь. Это тут я... По весу видно, лишняя фигура никого не интересует.
Я к тому, что, все-таки вот в то время, так не играли в шахматы. То есть это вы какой-то принесли вот новое вот это веяние. Нет, на самом деле это важный же момент. Я говорю, что вот это трансформация как бы одного преимущества в другое. То есть вот есть материал, есть время, а есть качество. Как бы с точки зрения как бы вот концепции вот этой такой вот единой концепции такого взаимодействия всех этих элементов в шахматах, это вот напрашивается. Потому что сразу получаем, как конь приходит на f5, черные парализованы, вот, а наличие фигуры, да, это важная фигура, но если эта фигура на g7 стоит, а ничего черные сделать не могут, поэтому это закрыто на самом деле. Фигура, здесь там на а6, а4 просто встретили, вообще ничего двигаться не будет. А тут просто начинается процесс как бы концентрации всех фигур тяжелых по этой линии. Ну и вот там в партии видно, как черные, как могли защитились там. Это была агония. Вот вся дальнейшая партия, как будто просто агония там. Я причем там уже выбирал способы, как там выиграть. Там даже какой-то довольно забавно, что я там придумал способ. Даже где-то я конь Е2, F4 провел в какой-то момент. Зачем-то я уже не знаю просто. Потому что способов было... Разные способы были выигрыша партии. Вот. Но, в общем, красиво выиграл партию. Да. Если говорить вообще про манеру игры, то на самом деле... Самое большое впечатление произвела там на всех партиях с Чомом в первом туре. Я играл. Все-таки солидный венгерский гроссмейстер такой, как бы, значит, он там, мы играем тут, защиту Немцовича. Е3, он c5 пошел, здесь, значит, конь Е2. И, значит, здесь он бьет c до ЕД и ходит рокировку делает вообще. Вообще, как бы, вроде казалось на тот момент не самое лучшее. Так, слон Е7 человек ходит здесь. Вот. И на d5, значит, он бьет и ходит слон c5. Он, кстати, ладья Е8 сыграл. Он пошел ладья Е8, правильно, да. Ладья Е8, естественно, смотрю. Да, ладья Е8. А противник играл конь d4 еще. Ладья Е8. Вот. Потом здесь будет такая идея, там, d6, слон f8, g3, такая жертва пешки, пешку d6. Вот, значит, G3. так, потом еще ход слон Е3 такой будет здесь. Я сыграю с Андерсоном слон Е3 в Москве в 1981 году. Кстати, ход потом Адарьян найдет реально опровержение. Конь g4, слон d4, конь h6. Конь f5 нет защиты от коня f5, потому что конь уйти не может, слон выскакивает. Все, и черный просто такой неожиданный ход. Адарьян такие ходы любил, значит, неожиданно ходить. Вот. А так я с Андерсоном играл слон Е3, значит, как бы, чтобы не пустить слон c5. Вот. А с чем я пошел g3, слон c5, слон g2 было, d6, рокировка. H3. Я пошел h3 пока. Да, слон g4 не допустить. Не дать слон g4, h3. Вот. Слон 5 ход, может быть, не лучший. Все-таки не лучший ход. Андерсон потом еще играл по этой А6, конь БД7. Очень нормальная позиция. Но ход слон 5 хочется сделать, а на самом деле он дает белым дополнительные возможности. Рокировка. И здесь вот конь d7, может быть, конь e4, я не помню, там надо было ходить. Потому что конь здесь я пошел g4. Вот опять, позиция вроде как, расставились как-то, черных вроде все нормально. Вот. Партия продолжалась сколько ходов еще? 28 всего, а это уже 14. 14 ходов. 14 ходов. На самом деле, причем последние ходы были необязательные. То есть реально партия продолжалась 10 ходов. Вот это, я помню, там Гуфель тоже, в общем, он так как-то... Он даже чуть ли не конь БД7 объявили ошибкой, требовали, чтобы он конь Е4 ходил. Потому что... Хотя на самом деле, как бы, это может быть, как бы, далеко еще не конец всего, но вдруг начинается движение, причем, как бы, у черных все крепко, да, здесь? Сейчас белые поставят мат в итоге. Потому что с фигурами проблема возникает. Значит, G4, он пошел слон Е4, G3. Да. Слон G2, король G2. И выясняется, что на самом деле все стоит очень, очень, очень неудачно. Слон C5 на самом деле ничего не делает. То есть это красиво, но он уже ничего не делает. Диагонали-то белые ушли, в общем-то. А здесь начинается сейчас будет движение просто. Причем движение даже, это не мат, а это просто ограничение подвижности фигур. Вот. То есть белые двигаются, захватывают все. Иллюзия, что черные опережают в развитии. На самом деле сейчас у белых фигуры могут двигаться вперед, им никто не угрожает, а черные фигуры толкутся. И, в общем, какая-то рекомендация есть еще? H6. Может быть, да. Вот надо попытаться все-таки встретиться. F4 уже тут вообще сейчас... Да, но все-таки надо открываться будет немножко. Конь H7, пойти, конечно, так себя смотрю до черных. Может быть, стоило попробовать пойти H6. Но это лучше, чем то, что он сделал. Нет, просто конь F8, дальше очень просто. G5, конь 6, D7. Назад. H4.
белый просто продолжает двигаться здесь. Вот. Важный ход, на самом деле, чтобы потому что он явно надеялся на конь G6, H4, теперь конь G6 просто H5 ходим, конь H4, король H3, вообще конь тут погибнет. Просто... И вроде бы как бы у черных пока еще угроз нету, на самом деле белые просто двигаются. Так, конь E4, то есть они просто двигаются. Вот. И, в общем, ну, он развалился очень быстро. Вот Конь E5 конь сыграл? E5 пошел. Вроде... Конь E5, H5. Да. Здесь попробовал F6 пойти. Попробовал. F6, конь C4. FG, да, было? Да. Слон G5. FB6. Ферзь B6. H6. Как-то быстро до короля добрались. Конь F7 пошел он здесь. HG. Конь D7. Он был вот так. Да. Я шах, по-моему, дал просто. Да? Так. Дальше сам. Ладья H1, да. H1, слон B6. Слон B6, ферзь Ферзь F3. F3. Конь E5, конь F5. Вот. Приличный гроссмейстер все-таки такой. Солидный венгерский гроссмейстер. Там, разваливается там несколько ходов. Там, причем как бы на ровном месте. Вот. Но опять, это тоже как бы игровая манера. То есть для меня это вот движение пешек было. Это не столько атака, сколько бы захватываем пространство. Но атака потом сама получается. Но принцип это на самом деле это сначала позиционный. То есть это не чистая такая атака, как бы вот бросились вперед. Нет, ну понятно. А это, она именно имеет под собой серьезное позиционное основание. Ну, турнир был понятно, что там я там звание выполню, естественно. Вот. С Гоферлом тоже сыграли. Он с белыми там всячески пытался там уравнять. В общем, в итоге сделал ничью, страшно был доволен. Вот. И шла вот такая гонка, потому что Белянский выиграл, я выиграл, в общем-то. Но вот перед последним туром я на полочка его опережал. Вот. У меня была партия с Мартиновичем, надо было ее выиграть. Как бы, вот, значит, ну, я и выиграл партию перед белыми. Так, тоже в такой хорошей манере. Там D4, конь F6, конь F6, слон G5 сыграл. Есть, на самом деле расширял свой как бы, вот арсенал средств, который был в моем распоряжении. Выиграл хорошую партию Торры, там, кстати, по-моему, доигрывание, по-моему, день моего рождения было. Вот. Хороший анализ очень был. Такая отложенной позиции. С кем? С Никитиным Шакаровым. Там уже Никитин Шакаров сидят, работаем мы. Сейчас еще людям, наверное, надо объяснить, что такое анализ отложенных позиций. Вот, я подумал, анализ отложенной позиции. Мы так это говорим. Отложенная позиция, на самом деле, она была очень интересная. Откладывалась в какой момент? Партия может откладываться после 40-го хода, но после 5 часов. Если 40-й ход сделан до 5 часов? Тогда, значит, если ты хочешь отложить партию там, на 41-м ходу, то ты должен, если у соперника, соответственно, меньше времени, как бы, вот, в принципе, да, 40, то ты должен взять на себя время, которое, то есть, ну, чтобы на часах суммарное время было 5 часов. А что значит взять на себя время? Хорошо, предположим так, значит, 40-й ход прошел. Так. Значит, я потратил на ходы 2 часа 25 минут, а ты потратил на ходы 2 часа 15 минут. Так. Соответственно, я хочу отложить партию. Вот я должен на себя 20 минут и взять. Соответственно, на моих часах прибавится 20 минут. Если я хочу отложить партию, я должен прибавить себе это время. Вот. Надо было во время партии все это как бы... Ну, надо было прикинуть. Высчитать ситуацию, оценить позицию, хочет ее играть или анализировать. Хватит ли тебе времени при доигрывании реализовать то, что... Опять то самое, как у тебя время против других факторов. Ты начинаешь их как бы взвешивать. Значит, в 80-й год, значит, выполнено звание гроссмейстера. Очередные +8 набрал уже. Рейтинг уходит, там уже стремится к 2600, вот туда. Дальше возникает такая щепетильная ситуация. Первый конфликт с Ботвинником. Причем конфликт, ну, по сегодняшним меркам вообще высосанный из пальца, но опять, в этом весь Ботвинник. Надо ехать на первенство мира до 20 лет. Вот. Быховский говорит, ну как, а кто же еще поедет? Ну, конечно, Каспару надо ехать. Ну, кроме того, нехорошо так. Провалил 2 первенства до 16 лет. Ну, вообще, надо стать чемпионом мира. Как бы. Ботвинник категорически против. Игра в швейцарках – это выброшенное время. Это еще риск для как бы, ну, своей психологической устойчивости, потому что можно не выиграть. Швейцарка, черт его знает, что будет. Вот. Потому что 2 раза уже были неудачи. Как бы. А нечего, как говорится, на это размениваться. Это звание
никого не интересует. Есть только одно звание, которое должно интересовать, звание чемпиона мира вообще. А все эти там 20 лет, там это все никому не нужно. И Ботвинник упирается. Категорически против. Ну, а как может не ехать просто вообще? Вот. И идут попытки как бы уговорить, что, в общем, стоит наспор, сказал, что вообще перестану вообще контактировать. Все, как бы, значит, разрыв. Ну, там, в итоге потом, там, уже когда я вернусь, чемпионом мира мама будет, поедет к Гене Давыдовне, значит, к его жене, там. В общем, в итоге все восстановится. Но в тот момент это кризис. Мне неприятно очень, но, с другой стороны, я не могу не ехать. Уже понятно, что я, скорее всего, попадаю в сборную СССР на Олимпиаду. Я отказывался как-то не с руки. Более того, мне, значит, делают такой подарок как бы специальным решением Министерства просвещения СССР, министра подпись. Мне разрешают получить золотую медаль без экзаменов. В школе? В школе, да. У меня все пятерки были, как бы, но все равно нужны экзамены. Разрешают получить золотую медаль. Вот, как бы. Надо ехать. Не, ну как? Надо ехать, да. Ну, кроме того, понятно, я намного сильнее остальных там играю. Но я и в 77-м играл сильнее остальных, в общем-то. А турнир там приличный, там много, в общем, будущий гроссмейстер играет, в общем. Второе место возьмет Найджел Шорт, третье место возьмет Морович, тот, с которым я уже там играл в 77-м далеком. Играли в Дортмунде мы. Турнир прошел без особых, как бы, неожиданностей. Я набрал +8. Уже после 11 туров, 9,5. В общем, и в 12-м туре быстро ничего с Моровичем я взял первое место. На полтора очка опережал. Но там была одна партия, которая, как бы, она тоже выделяется. Потому что она, на самом деле, была важной. Потому что она и в спортивном отношении. Потому что Акисон шел очень хорошо. Такой шведский шахматист. И это был... тур был... Шестой тур. Шестой тур был, да. Значит, соответственно, у меня было 4,5-5, у него было 4,5-5. И вот такая партия была принципиальная. Значит, D4, конь F6. Ну, новоиндийскую, но я играл А3 тогда. С неизменным успехом. То есть, как бы, это... Мне больше нравился слон B7, конь C3, D5, CD, конь D5. Ну, тогда играли примитивно Е3, это потом там начнутся уже более точно. Ферзь C2, Е3, слон Е7, шах, С6, слон Д3, значит. Здесь много возможностей у черных, в принципе, здесь на самом деле и рокировку. Он рокировку сделал. Нет, сделал рокировку. Не, он побил на С3. Побил на С3, да. Да, ну, можно здесь, в принципе, С5 можно, наверное, ходить тоже. В принципе, конь С3, БЦ. Да, и конь D7. Конь D7, да, вот, ну, это точно, как бы, ход второсортности, коня лучше ставить все-таки на C6, как бы. Вот. Но вообще бить на C3 не торопиться точно не стоит. Вот. Хотя, как бы так вот, Порти со мной C5 играл здесь. Конь C3, BC, C5. Вот, там рокировка, коня на C6 ставил. Там слон B2, ладья C8. Вот. Ну, там идея, что после 2-0 ферзь C2 могут вызвать ослабление. То есть, поэтому черные избегали рокировки. Да. Ну, просто потом на Е3, в принципе, ход G6 появится. Очень тоже Корчной со мной сыграет. Вот. Ну, тут по-разному. На самом деле, черные уравнивают. Вот. Но тогда теория-то складывалась. Конь D7, рокировка, да? Да. Рокировка. А, нет, Е4. Или Е4. Е4, C5. C5. Вроде логично. Потом рокировка. И CD. Ну, тоже, в общем, торопиться может не стоило. CD, как бы, выходить CD, рокировка. Да. Теперь можно слон на b2 ставить, в принципе. Вот. Хотя можно его, наверное, на e3 тоже ставить, как бы здесь. Ну, это разные планы. Если так ставить, то пытаться надо потом e5 ходить как-то. Вот. Но здесь, так как черные уже побили раньше времени, то, в общем, если хотя хочется, конечно, развить его, слон все-таки развит. Значит, надо пешку защищать, как конструкция. Ну, красиво вообще все стоит. Пошел по ладья c8. А пошли ферзь c2. Как? Ферзь Е2 пошел? Ну, пока ферзь Е2. Ферзь Е2, да. Ферзь Е2, ну, пока. Ладья c8, а потом... Ну, слон b2. Ну, не важно, расставил фигуру да. здесь. Конь F6. Да, ферзь c7, ферзь Е3. Да. Ну, да, тут как бы начинаем перестраиваться все. Ферзь b8 пошел, да, или конь F6? Да. Конь Е5, да? Да. Е5. B5, да, b5 здесь. b5 пошел.
Изобретатель. Да, ну сразу как... На самом деле это проблема черных, что, как бы, что им надо как-то раскрутиться с фигурами своими, потому что немножко здесь все прижато, как бы. Вот. Где-то надо белым стоит А4 ходить, но вот здесь, я не знаю, в этот момент А4 просто поле отдается какое-то. Вот. Кстати, я сейчас вспоминаю, у меня была еще партия с Крамником, то есть похожая, в одном из Ленаросов уже поздних. И, в общем, тоже выяснилось, что, в общем, на самом деле, как бы все это красиво, но в общем, черных очень прочно. Я-то там где-то А4 ходил, Касполь отдал Б4. В общем, кончилось ничьей. В общем, там достаточно уверенно черные ничью сделали. Да, конь Е5, Б5, да. Да, ну тут я, по-моему, F4, да? F4, да. Ну, тут, естественно, в атаку надо идти. Но зато у черных поле появилось. F5, да? Король H1. Король H1, кажется, пока надо брать королем, король H1. Тут он Б4 рванул. Ну, логично, в общем. Как бы. Да. Б4, Б. Слон Б4, да? Да. F5, да? Ладья Б1. Ладья Б1, пока надо защититься. Надо защитить ладья Б1. Вот. Слон дальше А5. А5. Ну, защищает слона. Слон. Ферзь Е2. Ферзь Е2. Ну, понятно, я, в принципе, к чему готовлюсь, понятно. Как бы. Я где-то готовлюсь к ходу G4. Надо коня сбивать, чтобы открывать слона потом себе. Вот. Ферзь Е2. Он ходит ферзь А7, да, здесь? Да. Ходит ферзь А7. Интересная партия такая идет. Да, ферзь А7. Ну, он готовится как бы к атаке пешки Е4, на самом деле. Ферзь А8, потому что поле Е1 он держит. Вот. Ну, вообще, так, борьба такая, как бы, на все результаты. То есть, белых, конечно, красиво, но черные тоже, как бы, они укрепились. Вот, все это. Ну, здесь уже... Вот я сейчас, интересно, я вот сейчас смотрю, вот уже прошло столько лет, да, как-то вообще так думаю, опасная позиция, знаешь, вот уже психологически уже. Возраст уже, пешки висят. А тогда у меня ощущения были такие, ну, как сейчас. Это тут, а это тут, как бы сейчас. Вот настало время сейчас, да, значит, тут я F5, да, пошел, естественно. Ферзь А8, ну, уходит. Ферзь А8. Но тогда мне казалось, что тут вот сейчас надо бы вперед, значит, D5, D5, ЕД. И конь G4. Конь G4, да. Он бьет на G4, ферзь G4 и ходит F6. Тут я понимаю, что как бы вот Е5 уже, да. Слон С3, ну, пешка на Е6 будет, ну, будет компенсация. Такая, ну, да, ну, ясная позиция. Ну, как-то мне это казалось не то. И вот здесь я... Задумался, во-первых, здесь. На 44 минуты. Ход, да. Какой ход я сделал. Да. Один из самых парадоксальных ходов я сделал. Да. Вот здесь, на самом деле, вот этот ход, опять, это как вообще в голову приходит. На самом деле, это вот продолжение той же линии. Ты трансформируешь в одни преимущества в другие. Ну, слон, конечно, сильнее пешки, мы это знаем. Но на самом деле варианты посчитать себе невозможно было. Но опять я просто как бы верю в то, что мои расклады в голове правильные. Мы отдаем слона, но при этом мы резко повышаем мобильность. То есть у нас вот в эти две фигуры, две пешки, которые, в общем, ну, они, конечно, будут защищенные, проходная на Е6, они сильные, но они не мобильные. На самом деле, они приобретают невероятную мобильность, подвижность. Что происходит? Значит, я отдал слона, я получил две подвижные пешки, я открыл слона d3, я фактически отрезал его фигуры, то есть они пока находятся здесь, то есть пока все далеко, главное, ферзь далеко стоит. Значит, да, и мои фигуры быстро подойдут. Значит, там, ладья F3, ладья F4, ладья F1, то есть все подходит. Понятно, я там считаю варианты еще, но посчитать все варианты невозможно. А инстинкт подсказывает, что, в общем, надо так играть. И вот я вот колебался, туда, риск какой. Но опять внутренний голос говорит, что это правильно, ты ничем не рискуешь. Я оказался прав. Да, это не выигрывает, слон F6 ход не выигрывает. Там будет ничья при правильной игре. Ну, при правильной игре. При правильной игре, это сейчас уже, когда появились компы, при правильной игре. Но он играл довольно быстро, спокойно играл. После этого хода он впадает в ступор, потому что так не играют вообще. Слона за пешку не отдают. Но что получается? Так, Е5, резко меняется же характер борьбы. Потому что, ну, посмотри, вот еще раз. У черных лишняя фигура, чистая фигура лишняя. Ну вот, а если так провести линию здесь, вот, в принципе, при том, что этот слон уже туда играет, на самом деле. То есть практически все белые фигуры, кроме ладья Б1, уже там находятся. А черные находятся здесь. И на главном участке фронта у нас огромный перевес. Численный. Понятно, что он численный временно. Но ему надо еще привести фигуру обратно. А за это время мы тут
строим какой-нибудь... Да, ну, в общем, что-нибудь очень серьезное. Дальше он впадает в раздумье и, в общем-то, допускает тут же решающую ошибку ладья h6. Вот. Ну, потому что позиция после ладья f7, f6, то, что она опасна, это понятно. Страшно Просто реально страшно смотреть. Да, ну, черные отбиваются. Ладья f8, и дальше надо там ладья f3, ладья f4, там разные ходы. И итог ничья. Вот как бы вот партия должна закончиться в ничью. В принципе, да. Но надо же как-то разобраться. Так. То есть, в общем, он до конца не уверен, в принципе, и, значит, делает ход ладья h6. Ну, понимает, что надо возвращать материал здесь. Это уже видно. Но считает, что как бы у него будет... как бы там уже своя компенсация, там, слоны, то есть пока отобьется от атаки. Но главное, что резко поменялся характер борьбы, и он теряется. Значит, ладья h6, f6, ладья c7, e6. Кто я бил? Дальше он хоть ферзь d8 здесь, надо уже отдавать. e7, ладья e7, f, ферзь e7. Вот. Но мне кажется, что у него до этого он досчитал. Мне показалось, что, как два слона, этот защищен, поле я один держу, сейчас как-то. Но на самом деле позиция плохая. На самом деле позиция проигранная, потому что белые создают первую. Ладья c1, да, пошел здесь? Ладья c1. Ладья c1, теперь ладья c8. На самом деле черные не успевают консолидироваться. Он пошел ферзь d8 здесь. Но здесь очень быстро все. Здесь ферзь f5. Ферзь f5 здесь. Ферзь f5, и, в общем, здесь ферзь f7 грозит. Да, ферзь b8, маневр. Ферзь b8, ну, тогда шах, ладья c7. Ну, как маневр, на мат напал. Да. На мат напал. Шах так, ладья c7. Мы тоже на мат. Мы тоже, да, можем на мат напасть на маты. Висит мат, висит здесь, да? Нет, здесь не висит, здесь просто висит мат. Мат этого достаточно. А не защититься никак не получается, что ли? А как защититься? Слон... Ферзь f8, мат. Мат. Везде мат. Неприятно. Вот... Ну, такая до определенного момента очень напряженная очень напряженная партия, да, очень... Я помню, Никитин мне рассказывал, он Петросяну показывал, Вартанович тоже там что-то... Вот, какую-то защиту Петросян там находил. Ему там очень нравилось, он там смотрел, там, после ладья f7, вот эта спешка на f6, он там... Тигран Вартанович какие-то там защиты там находил. Там, невероятно. Да, туда слоном пойти, это защититься здесь, да, вот. Но опять, партия производит впечатление, вот с Прибылом, вот эти, они совершенно выпадают из общего как бы вот фона, который тогда был. То есть шахматы менялись. 80-й год, значит, лето, значит, я вот возвращаюсь уже чемпионом мира, с 20 лет. Ничего это принципиально не меняло в карьере, потому что я уже был там, практически гроссмейстером был, звание не присвоит еще на конгрессе в Мальте, на Мальтийском конгрессе во время Олимпиады. Но все равно позволило немножко как бы сгладить вот этот осадок от неудач. Вступают в вузы иностранных языков. Понятно, учение будет носить довольно условный характер там вот. И начинаю готовиться уже к Олимпиаде. Меня уже берут в команду. Вот. Это вообще событие. Значит, это сейчас как бы, Олимпиада, кубок Гамильтона Рассела вообще. Фотография, когда там я уже в конце держу его в руках, это такое колоссальное такое событие для меня было вообще. Потому что, читали же книжки там Олимпиада, значит, как это вообще все проходит. Был элемент легендарности вообще. Вот это все эти вещи, которые сегодня кажутся обыденными, тогда были для 17-летнего парня из Баку, это все было... Очень, очень волнительно и важно. Властнее тогда прикоснуться вообще к истории. Не прикоснуться, стать частью этой истории. При этом же еще Олимпиада 80-го года была важна, потому что в 78-м впервые за всю историю Олимпиад с участием сборной СССР советская команда не выиграла. Оказалось второй после венгров. Это было сразу после матча в Багио. Карпов не играл. Но все равно команда была там. Спасский, Полугаевский точно играл, в принципе, тогда вот в 1978 году. Вот. Наверное, Петросян тоже играл, в принципе. Но, в общем, команда все равно была сильнее гораздо венгров, но венгры оказались более мобильными, как бы, и на финише, в общем, они вырвались вперед и выиграли. Команда была, на самом деле, там, как я понимаю, были очень тяжелые отношения внутри команды. То есть то, что я слышал уже потом из рассказов. Это в Буэнос-Айресе.
Вот. Кстати, Корчной после Олимпиады, после Бадио поехал и там сыграл блестяще на первой доске. Там просто Да, я помню. Разрывал там просто первую доску. Показал, что он это... Да. Просто, да, еще запал не ушел никуда после матча длиннющего в Бадио. В 80-м надо было как бы отыгрываться. Выигрывать, поэтому такая задача стояла, такая непростая, при том, что венгры, опять, они, конечно, нам уступали как команда, но, тем не менее, это все спаянная команда, очень, очень крепкая, значит, Портиш, Рибли, Сакс. Отличная команда. Чем запасной, мне кажется, второй был Пинтер запасной. Ну, в общем, гроссмейстеры, причем как бы первые 4 доски просто прекрасные доски. Все-таки все сильные гроссмейстеры. Портиш там регулярно там участвовал в матчах претендентов. И на длинной дистанции, это швейцарской, это на самом деле это очень важное качество. Это швейцарка. Там надо, в общем, потом где-то выигрывать. Если личные встречи не добиваешься победы, то даже если добиваешься победы, все равно как надо брать очки. Олимпиада была непростой очень. Значит, мы приехали на Мальту. Карпов, Пулгаевский, Таль, Геллер, Балашов и я. Запасные были. Вот, как мы были, я был вторым запасным. У меня сначала какая-то была гостиница, была вообще как третьеразрядная. Но потом что-то у нас был переезд. Ну, в общем, Батуринский там напрягся. Перевели нас в самую лучшую гостиницу, какая была, значит. Первый матч традиционно там сборная СССР выходит в основном составе. Там Карпов, Полугаевский, Таль, Геллер. Со сборной Колумбии играют. Карпов выиграл, остальные были ничьи. 2,5-1,5. Представляешь, что такое? Старт 2,5-1,5 с третьеразрядной командой. Да. Причем опять, это же не полуфинальная группа, где потом там, хорошо, набрал очки, вышел в финал. Все, это уже очки засчитали тебе, значит. И мы сразу начинаем как бы с исходной форы. Там, значит, венгры, соответственно, выигрывают там, с каким-то там большим счетом. Со второго тура меня вводят. Мы играем с Грецией. Вот. Я там как раз выигрываю партию довольно быстро. Вот в ладье Б1 в варианте в Грюнфельде. Начинается такая новая теория как раз. Вот, значит, я у грека выигрываю. Потом я там выиграл партию, по-моему, с австрийцами мы играли. Вот. И потом мы играли с югославами. И вот там я очень быстро выиграл Марьяновича. Значит, у меня был 3 из 3, значит, я выиграл. А потом вот этот, для меня, трагический матч с Болгарией мы. Причем я помню, мы даже опоздали на партию. Тогда еще таких драконовских мер не было. Потому что я ехал в машине с Карповым. Карпов всегда опоздал. Ну, я тоже с ним опоздал просто. Играл с Георгиевым, Кромом Георгиевым, значит, да. Значит, Е4, я пошел. И тут, конечно, черт меня дернул. Я тогда не готов был как бы к Найдерфу еще такому, значит, со слон G5. Вот. Я слон G5, Е6, F4. Я пошел в ферзь C7. Оказалось, в общем, что он так хорошо к этому готовился. Значит. Я просто знал, какие там есть там системы. Там Рожковский играл эту систему. Вот. Ну, думаешь, избегать. Потому что я и посматривал и B5, и ферзь B6. Я всегда смотрел немного, но не был, как говорится, хорошо готов. Ферзь C7. Пошел ферзь F3, B5. И он начал, в принципе, здесь... да, сейчас получается 3-0. B4. Е5. Е5 он пошел здесь. Слон Б7, конь Б5. И здесь как бы АБ, слон Б5. И я в этот момент как бы... Я уже почувствовал, что здесь надо задуматься было. Потому что, я уже, кстати, идею с конь Б7. На самом деле, то, что конь Б7, ферзь H3, он пойдет, значит, сейчас. Значит, F5. Я, по-моему, побил на Е5. Здесь, да, значит, понятно, что все уже совсем плохо. Я уже, конечно, впал в полный ужас от того, что происходит. Слон Е4, да, я пошел здесь? Да. Значит, вот надо... Фе, значит, король G8. Значит, что он тут пошел? Ферзь Б3. Ферзь Б3. Слон С2. Слон С2. Вот, да, все. Слон С2, правильно. Ферзь С2, ферзь С2, король С2. Да. Конь Е5, Е7. Да. Пошел слон Е7. Безнадежная позиция совершенно черного здесь. Здесь происходит следующее. Георгиев делает ход. Ты не угадаешь, какой ход он сделал. Но он, на самом деле, я понимаю, там, выигрывает там, гроссмейстер экстра-класса. Там. Он делает ход. Слон Е7 бьет d6. То есть это будет следующий ход после слон бьет Е7. Он делает ход, слон Е7 бьет d6. Вот он делает ход вот такой. Своими руками? Своей рукой. Он делает ход такой, да. Значит. И просто впадает в ступор. Я на него смотрю. И он как бы и останавливается. Я смотрю на судью, значит, в принципе.
то начинается целый разбор. Вопрос в том, какую фигуру он взял первой. Ага. Пешку или... Если пешку, то нужно ладья d6. Какую фигуру он взял первой? Первым он взял пешку. Он взял вот так. Ага. Она просто ближе находится. Ну, да. Он взял вот так. То есть я просто... Я это видел. Ну и плюс в классику не играют вот так. Естественно, играют, он да. взял вот так. Естественно. Да. Ну, просто вот видно было, что он взял вот так. Это. Прибегает там судья, значит, кто-то... По-моему, кстати, Лотер Шмидт судья. Значит, там ситуация такая. Главное, что не надо ничего придумывать. Надо было у него спросить. Он сидит белый совершенно. Совершенно белый сидит. Он Батуринский. И они... Ну, очень удивительно, конечно. Да? То есть, был бы не я, конечно, бы там устроили большой скандал. Но тут Батуринский начинает думать, а как это... В пятницу засчитать победу очередную. Вот. И после там 30-минутного раздумья ему разрешают пойти сломить Е7. Что вообще, конечно, бред полный. Полный бред был, конечно. Ну, Нет, я даже не хотел протестовать, потому что, плохо. Я все-таки, считал, что проиграл партию, плохо играл, как бы, да. Но потом, ты же понимаешь, что только так можно сыграть. Что в практике играется так. Никто не играет так. Вот, знаешь, ты берешь пешку, да, вот. И главное, что не надо было ничего придумать. Надо было посмотреть на него и спросить, что ты сделал. Как бы. Он бы точно сказал бы просто. Вот. Естественно, кто сел рядом, никто, как все отвернулись сразу, да, как бы. А судья пытается разобраться, вот, но в итоге говорит, что значит, мы должны сделать ход, там, по-моему, там какое-то время у него отняли. Это не имеет значения. Интересное поведение Батуринской советской делегации. Они, в общем, сглатывают это. А почему? Потому что у меня много очков будет слишком, понимаешь? Это уже становится проблемой. То есть, я, конечно, был, тут тоже, в общем, шокирован был, потому что, хорошо, я понимаю, я не заслужил там эту партию выигрывать, да, но вообще-то это Олимпиада. И вообще-то мы отстаем. Угу. Можно было бы как бы немножко вести себя по-другому. Бороться да. за свои, Нет, они просто они сдают это. Вот. В общем, до следующей день мы играли с Голландией, и я говорю: Виктор Давыдович, я хочу играть. Ты проиграл. Я говорю: Виктор, я хочу играть, просто я считаю, что... Он смотрит на меня, он подумал, хорошо, говорит, понимает, что нам надо ставить. Как бы, да, вот. И следующая партия будет как раз вот она, такая, может быть, лучшая на Олимпиаде будет. Снова будет новоиндийская. Вот. Значит, да, лекторинком, да. Но он решил как бы меня спровоцировать. То есть, значит, видимо, снова подготовились они к этому. Я думаю, зачем так? Значит, я пошел конь c3. Конь c3, конь e4, слон d2. Это другая система, которую я буду регулярно играть, тоже с большим успехом. Значит, слон f6, рокировка, ладья c1. Вот. На самом деле, сильнее ферзь c2 играть, потому что вообще ферзь c2 сразу сильнее, мне кажется, играть. Вот даже без рокировки. Потому что ладья c1 здесь, на самом деле, здесь комби d2, ферзь d2, d6. Наверное, самый лучший, так самый Салов играл. Вот, в принципе, d5 тоже нормальный ход. c5 ход не лучший, хотя, кажется так логично, в общем. d5, ед, cd. Он пошел конь d2 и d6. Так как бы с виду вообще очень хорошо у черта, потому что вот такой какой-то получился Бенони. Слон на b7 туповато, но зато чернопольный не имеет оппонентов. Вот как бы двигаться пешками по центру, как бы здесь, тоже не особенно получится. Вот. Очень доволен был позицией. Но я тут по-другому смотрю на нее. Вижу тут другие возможности. А зачем пешку это двигать? Двигаться можно здесь, как бы. Значит, первое, коня сюда ставим. Кстати, там очень хороший партия, потом Карпов Салов выиграет через много лет. В этом Лемарисе, да, вот именно вот это, понятно, движение. План двигать вот эти пешки, на самом деле. Этот конь будет тут стоять, как бы, f5 ты не пойдешь, потому что большие слабости будут. Пока там слон туповатый, а 6 b5 это вообще никого особенно не волнует здесь, как бы. Партия будет продолжаться недолго здесь, на самом деле. Вроде бы все очень крепко, как на чем пошел ладья e8, помните, да? Или ладья e8. Да. Ферзь d2. Он тут на всякий случай пошел а7 6. Плохой ход. Надо вообще было слоном уходить. Тогда бы я начинал бы двигать пешки. f4, g4, g5. Я помню, потом тоже анализируют всю эту партию, там собирается народ там на Олимпиаде. Тоже довольно необычная, как с Чомом, как бы, ситуация. То есть вообще вроде бы неправильно. Коня поставил впереди пешки. Сейчас начинает двигать с этой стороны. А это захват, на самом деле, пространства. Опять пешку можно оставить на e2 здесь, на самом деле. Как бы это все это по-другому устраивает. Он пошел а7 6 тут. Как бы играет так шаблонно. Следующий ход ему не понравился. b2, b4. Потому что, на самом деле, черные ослабились. Мы тут переключаемся. Черные ослабились всю позицию на ферзевом фланге. Вот. Брать на b4 нельзя, потому что конь f6, конь e4. Взял на b4. А сейчас я открываю, сейчас начнем атаковать здесь.
Вот. Пешка d6 пока висит. Теперь, в общем, видно, что... Вот теперь уже видно, что у белых как бы перевес в развитии, потому что это все же осталось там. Поле А6 заняли для коня. Вот. То есть как бы опять быстро переключаться может. Он ходит слон Е7 здесь. Слон Е7, я не ошибаюсь. Слон Е7. Слон Е7. Значит, БЦ. Ладья Б1. Ферзь F4. Не, ферзь F4, да, ферзь F4. Чтобы конь D7 не пошел. Ферзь F4. Ферзь F4. Надо как-то развиваться дальше. Вот. Он ходит ферзь C7 здесь. Вот. Ну, тут я уже вижу контур комбинации сразу, потому что все провисает. Конь А4. Нападай на пешку С5. Вот. В общем, у черных возникают серьезные проблемы. Ферзь А5, ладья Б1. Из-под ферзя. Да, но тут продолжается. Опять нападение начинает продолжаться. Ладья Б1. Вот, напали на слона, значит. Но ему показалось, что может пешку забрать. Вот, как бы. Тут, дальше ходы очень быстро делают. Слон d5, конь b6. Он бьет на e4, слон бьет e4. Ладья А7. Я тут, конечно, собирается народ. Я, конечно, тут не могу удержаться от картинного хода конь c8. Вот. Ну, такой ход, опять, легко зевнуть, но, в общем, я уже все это видел. Опять геометрия же довольно быстро работает в доске. И теперь ладья c8, просто ферзь f5 выигрывает. Просто вот. Да. Конь c8, да, человек так впадает в ступор, как бы, значит, конь c6 пошел, там, конь a7, взял, ладья b7, сдался. Вот. То есть отыгрался. Потом был матч с венграми очень тяжелый. Значит, я с Чомом играл, но он сушил меня просто жестко. Там просто так. На стороне диска G3 была какая-то, я с конь D7 играл, E5, DE побил там просто. Ну, никаких там. Знал задачу, знал свою. Сыграли 2-2 мы с венграми, причем, по-моему, там даже на третьей доске Саксу Таля выигрывал. Ну, в общем, в итоге 2-2 получилось. Мы, в общем, отстаем. Надо выигрывать. И вот 3 партии я выиграл. Вот у американцев, у исландцев, вот, Петерсон точно. Вот как раз там был, кстати, славянский гамбит. Как с купречиком, только я пошел слон Е2 там. Наш 7, естественно, не бил. Вот. Хорошо выиграл у него. И вот Джарделли. Джарделли я выиграл? Да, Джарделли, да. Вот. Я выиграл 3 партии там. До этого я где-то еще одну выиграл партию. Там еще у меня было 8,5 из 10. А потом с Румынией предпоследний тур я с Гицеску играл. Ну, я совсем уже плохо соображал. Там я, в общем, в дебюте получил маленький перевес, но там допустил ошибку, стало даже хуже. Предложил ничью мне, я согласился. Очень был по-турецки недоволен, что вообще тут ничья. Ну, трудно играть, я действительно устаю, и нагрузка огромная. И последний тур. Последний тур, значит, мы играем с датчанами. Но мы венгров догнали к последнему туру. Венгров мы догнали. Очков поровну. Я играл с каким-то из Хансенов. Значит, да. Он играл все время закрытый стандартский начало. Я там на Е4 сам пошел Е6, чтобы потом Д3 пойти С5 как-то. И пытался играть систему, в общем, неудачно играл, то, что со мной с Туру играл в первенстве СССР еще в 1976 году. Я с идеей, с задержкой как бы короткой рокировки, чтобы длинную рокировку сделать, когда белый закрывает центр. Было неплохо у меня, но потом я что-то напутал, и, в общем, позиция какая-то становится критическая. Я там просто качество пожертвовать. Объективно, для компьютера уже у черных проиграно. Значит, остается там до конца тура 10 минут. В общем, времени у нас мало у обоих. И он мне предлагает ничью. Венгры пока выигрывают. Карпов играет, причем у него такая позиция. У него лучше, но так, копеечный перевес. И я, в общем, смотрю на доску, но я понимаю, что позиция плохая у меня. Не предлагает ничью. Последний тур, я смотрю, по-турински, там все остальные делегации, все. Я не понимаю, что они предложили ничью. Что они делают? Все убегают. Тут же. На всякий случай. Просто всех сдуло. Никого нету просто здесь. Я смотрю на доску, никого нету. На флажок поднимается. Ну, я соглашаюсь на ничью. Тут же все появляются. Как ты мог? Да, вот, естественно. Это материализация, знаешь, из ниоткуда происходит. Значит, как это? В общем, я во всем виноват. У меня там 9,5 из 12 результат. Лучше в команде, значит. Я во всем виноват, значит, в принципе, значит, из-за тебя он проиграл Олимпиаду, значит.
Я вообще несчастный, в ужасе каком-то хожу. У венгров там 3-0 счет, но тут кто-то из венгров, по-моему, Сакс тоже ошибается, и там 3,5 на полочка. И получается ситуация такая, что, значит, как у нас Карпову партия отложена, значит, а у венгров... Венгры на очко впереди. Там начинается быстрый анализ какой-то, а у Карпова, я не скажу битая ничья, но ничья мелодийная. У него немножко чуть лучше. Я смотрю на эту позицию, меня никто не звал, я прикинул, отхожу, думаю, значит так, в принципе, если Карпов не выиграет эту партию, им будет трудно меня обвинить в том, что из-за меня. Он белыми не выиграл тоже в последнем туре. А если он выиграет, тогда же будет дележ. И если, не дай бог, у нас хуже Бугольц, то тогда это точно буду во всем виноват. Сколько бы я там ни набрал очков. А спасло нас то, что Зайцев, вот в отличие от команды Бронштейна, там они смотрели на отложено, там было 3 каких-то хода логичных. Первый был битая ничья сразу, второй был тоже ничья, а третий давал шанс на выигрыш. И Зайцев сказал, слушайте, что смотреть первые 2, давайте посмотрим третий, который я записал. Давайте посмотрим третий ход, так на всякий случай. Практически очень самое. Дачей его записал, и там довольно быстро он проиграет. Отложенную. Там, это мы играли в таком зале, там, рыцарский какой-то там, значит, там пиры были такие, длиннющий зал такой, там собирались там в какие-то мальтийские рыцари. Вот. Там 1/3 зала там женские доски было, их было меньше, вот эта Олимпиада. А другая часть, значит, вот длинный зал такой. Другая была, там 2/3 были мужские доски. Настроение, конечно, не очень хорошее, потому что я как-то возвращаться домой, там, первая Олимпиада, опять проиграли. Еще опять венгры, Карпов сейчас еще не выиграет, еще отложено это. Вот, если я вообще точно, ничего хорошего не будет. Смотрю, и как-то, знаешь, вот подсознание смотрю, матчи, которые там нарисованы на табло. Греция, Шотландия. 1-1. 2 отложенные. И в памяти выскакивает, мы с греками играли. Я не знаю, какой Бугольц просто. Кажется, выиграли с шотландцами. Соответственно, стыковой матч. Стыковой матч. Никто не обращает внимания. Ни венгры, ни... Я, значит, где-то в конце зала где-то там сидят какие-то греки, значит, там делают, что-то смотрят. Я подхожу, спрашиваю, а как тут? 2 отложенные партии. Одна лучше, одна равная, в принципе. Я говорю, вы не хотите, я вам сейчас помогу поанализировать. И не понимают вообще, с чего это, в принципе, самое. Я говорю, вот так сложилось. Вот. Я стал с ними анализировать. В лучшей партии план показал, как может выигрывать, там, в той более равной, как бы. В общем, они страшно воодушевленные, записали все и начинать доигрывание. Значит, я побежал, значит, там, в тот конец зала. И у Карпова позицию уже практически видно, что сейчас он выиграет партию. Значит, тот явно ничего не понимает, в Эндшпиле как бы идет. Все идет в одну сторону. Я говорю Севастьянову, президент федерации, и там кто-то еще там стоит. Надо туда идти смотреть. Я говорю, там матч, Греция-Шотландия играет, надо... Ключевой матч играется. И мы начинаем перемещаться. Знаешь, и там, честно, как весь значит, начинает перемещаться в ту сторону начинает. Просто, значит, да. И там, значит, партия, значит, Греция, последняя партия стыковая, значит, черными играет грек, я помню, пешку Д двигает. И, значит, просто и стоит, значит, там просто, значит, элита шахматных споров довел. Значит, грек выигрывает. Но чтобы просто, значит, исторический парадокс. Как была фамилия греческого шахматиста? Макрополос, да? Это реально был он? Это он был. Макрополос. Вы помогали Макрополосу выиграть для себя Олимпиаду, да? Просто, знаешь, вот это закрыть, знаешь, такая петля истории такая просто. И мы их опережаем на полочка. Или на очко, там, в общем. Ну, в общем, мы опережаем их на очко, потому что и эти полочка были бы решающие, потому что у них какой-то следующий показатель был лучше нашего. Так что я себя как-то реабилитировал. Вот, немножко. Вот. Но главное, возвращаемся. Золотые медали. И год такой. Год золотых медалей. Скара, первенство мира среди юношей, Олимпиады, ну и еще школе. И школе, да. 4 золотые медали. Вот, такой золотой год получился. А в конце года как бы возобновляется наше заочное соперничество с Артуром Юсуповым. И появляется еще один конкурент, Лео Псахис.